Всем огромный привет, с вами Ксюша, и это самое первое видео, которое я снимаю без очков или линз. Мне, честно говоря, не верится, до сих пор я привыкаю к этой мысли, и поэтому сегодня очень важное для меня видео, и я надеюсь, что оно будет полезно кому-то из вас. Сегодня я расскажу не только историю своего зрения, но также, как оно ухудшилось, когда, как я пришла к лазерной коррекции зрения, как проходит сама операция, больно ли это, сколько стоит, а также отвечу на вопросы, которые вы задавали мне в Telegram и Instagram, и отвечать буду не только со своего взгляда, а я консультировала со своим офтальмологом. Внизу будут тайминги, чтобы вы могли сразу же переключиться к теме, которая вас больше всего волнует. Я расписала все блоки, чтобы ничего не забыть, и первый блок — это причины ухудшения зрения. Очень часто сложно сказать точную причину, особенно спустя много лет, но проанализировав свою историю, я выделила основные причины. Первая причина — это телевизор. Я помню, что в детстве, пока родители не видели, я садилась очень близко к телевизору на кухне. Знаете, в тот момент меня не особо заботили какие-то проблемы, я не особо понимала, к чему это приведет, и поэтому я смотрела мультики прямо очень близко. Вы знаете, на таком расстоянии, на котором теперь я точно не буду смотреть телевизор. Плюс в те времена это был далекий 2005 год, 2008, конечно же, качество телевизоров было хуже. То есть ни о какой защите глаз там речи и не шло, поэтому вот такой плохой телевизор я смотрела очень близко. Следующая причина, связанная с техникой, о которой я совершенно не помнила, но буквально на днях мне об этом рассказала мама. В школьные времена, 5 класс, 6, я очень много сидела за компьютером. То есть я могла засиживаться допоздна, например, на каникулах, да и во время учебы. Я сидела так много, что мама мне отключила Wi-Fi в один момент. Когда она мне это сказала, я была в шоке. Я не думала, что так много я сидела, и что мне даже отключали Wi-Fi. Что за непослушный ребенок я была? Единственное, что я помню, это я играла в Sims, также сидела ВКонтакте, потому что это был единственный способ коммуникации с одноклассниками, с друзьями. И, в общем, вся эта техника, то, что я ей неправильно пользовалась, смотрела слишком близко, слишком долго, без передышек, это, конечно же, повлияло на мое зрение. Следующая причина: у меня в целом слабый организм. Это прослеживается еще с детства, что у меня был слабый иммунитет. И я думаю, что у слабого организма с большей вероятностью что-то может сломаться, нежели у крепкого организма, здорового, сильного человека. И эти две причины, скорее всего, в большей мере повлияли на ухудшение моего зрения. При том, что у моих предков, у моих родителей не было проблем со зрением, и поэтому на генетическом фоне, если рассматривать, то у меня не было предрасположенности к плохому зрению. Таким образом, я пришла к тому, к чему пришла, и у меня начало ухудшаться зрение. И в этом блоке я расскажу хронометраж, когда оно начало ухудшаться, когда я начала носить очки, линзы, и когда поняла, что пора делать коррекцию. Примерно с 8 класса я начала плохо видеть и уже не видела, что написано на доске во время уроков, поэтому я начала носить очки, но носила их достаточно редко, только по необходимости, например, в классе или в кинотеатре. Примерно с 10-11 класса я узнала о линзах. Мои одноклассники уже носили линзы, и я подумала, что для комфорта, почему бы и нет, начну-ка я тоже носить линзы. Мы сходили с родителями к офтальмологу, мне подобрали линзы, и причем самые первые линзы мои были 6-месячные. Сейчас для меня это звучит как страшный сон, но почему-то в тот момент офтальмолог мне посоветовала 6-месячные линзы. Но с точки зрения гигиены, толщины линз и комфорта глазам, 6-месячные линзы, наверное, самый неудачный вариант. И уже к концу школы я попеременно носила то очки, то линзы, то ничего не носила. Далее я поступила на первый курс университета, и причем выбрала я специальность, где зрение можно посадить еще больше. У меня было много предметов по рисованию, по начертательной геометрии, в общем, где нужно сидеть, всматриваться и что-то там, знаете, реально, наверное, тоже напрягало очень сильно глаза, но об этом я не думала, потому что специальность выбирают по душе, а не по здоровью. С первого курса я начала носить линзы практически всегда, то есть это уже 2014 год. Но я уже начала носить 3-месячные линзы, далее 1-месячные, 2-недельные, и чаще всего я начала носить именно 2-недельные, потому что это было оптимально по цене и по комфорту. Мое зрение постепенно ухудшалось, не очень сильно, но во время учебы в университете оно держалось примерно на уровне -3. И уже где-то к 5 курсу я начала осознаннее подходить к этому вопросу. Я поняла, что это мое здоровье, что именно мои действия могут ухудшить ситуацию, либо улучшить ее. Поэтому я начала периодически делать гимнастику для глаз, я начала покупать однодневные линзы, так как понимала, что это лучший вариант для глаз, они самые тонкие, самые дышащие, и это самый гигиеничный вариант. Единственное, что это не самый бюджетный вариант, поэтому вся моя стипендия уходила на однодневные
однодневные линзы. И где-то с 2019-2020 года я оставила все другие типы линз и перешла только на однодневные. И это было связано не только с тем, что я понимала, что однодневные линзы лучше всего для глаз, но также я начала ощущать какой-то небольшой дискомфорт в глазах, что я уже не могу носить линзы целый день с утра до вечера, что мои глаза чаще начинают сохнуть, чаще я чувствую какую-то сухость или дискомфорт, будто глаза чешутся. И я думала, что это причина в том, что мне не подходят линзы, либо мне не подходит раствор, капли. И поэтому я начала обращаться к офтальмологам, чтобы мне подобрали самые комфортные для меня линзы. Но какие бы линзы мне не предлагали, всегда итог был один. Иногда я чувствовала себя чуть комфортнее, а иногда вот совершенно некомфортно. Но в большей мере все-таки вот такой фоновый дискомфорт присутствовал. И никто из врачей не говорил причину, все пытались только подобрать мне линзы и еще удивлялись, почему вам не подходят эти линзы, почему эти. То есть достаточно долго мне всегда шел подбор, и как итог подобранные линзы мне не очень-то и подходили. Но выбора не было, и я останавливалась хоть на каких-то линзах. Кстати говоря, офтальмолог, которая делала мне операцию, она почему-то сразу сказала мне, почему я не могу носить долго линзы. Она сразу же увидела эту проблему на моих глазах, и она сказала, что это токсико-аллергическая реакция на линзы. Если я не ошибаюсь в формулировке, то она сказала, что когда долго носишь линзы, могут вырастать микрососуды в роговицу, и они у меня, к сожалению, есть. Ну и примерно с 2022 года я начала носить 90% времени только очки, потому что в линзах я не могла находиться дольше 2 часов. И чаще всего я их надевала только вот для съемки видео, например, потому что в очках неудобно, солнце отсвечивает, всякие блики. Поэтому для съемок я надевала линзы. В принципе, 2 часа я могла была в них нормально находиться, но далее сразу же снимала и надевала очки. Кстати, немного отвлекусь и расскажу смешную историю. В один момент я подумала, буду ходить на улице без очков, буду ходить без линз, потому что, может быть, у меня улучшится зрение. Такое даже, кстати говоря, было не один раз, а несколько раз. Иду я без очков, такая, не вижу этот мир, плюс-минус. Иду, и тут навстречу мне просто выходит человек такой пьяный, можно сказать, бомж, и такой, таким пьяным видом на меня. Я так напугалась, потому что я ее совершенно не видела, я издалека видела только обычного человека, и тут он ко мне подходит, так, в общем, это было и ужасно, и смешно, и страшно. Поэтому это был мой последний эксперимент, когда я пыталась ходить без очков, потому что не видеть этот мир иногда еще и опасно. Следующий блок — это какое зрение у меня было до лазерной коррекции. Во-первых, это непереносимость линз. Во-вторых, у меня был один глаз минус 4,75 и второй глаз минус 4,25. У меня был небольшой астигматизм, это минус 0,5. Сетчатка у меня была хорошая, наверное, потому что я в последнее время не носила линзы, носила только очки. Я обильно восстанавливала свои глаза при помощи капель. Все капли я вам покажу позднее. Роговица у меня была суховата, и меня сразу же предупредили, что мне нужно будет месяца 2 после операции капать обязательно капли. И последняя особенность моих глаз — это то, что у меня большие зрачки. То есть они выходят за норму, поэтому светочувствительность у меня выше, и после операции могут быть ореолы в темноте вокруг фонарей. Сразу спойлер, эти небольшие ореолы есть, но я их не замечаю, обратила внимание только потому, что меня об этом предупредили и сказали, что через несколько месяцев это должно пройти. И в один момент я подумала, все, сейчас, я уже намучилась с линзами, со своей непереносимостью линз, со своими кривыми очками. Если вы замечали на видео, то они у меня кривые, сколько бы мне их не выпрямляли. Я замучилась тем, что в любую поездку мне надо составлять целый список, чего мне нужно взять. Мне нужно брать линзы, контейнер, растворы, капли, очки, чехол для очков. То есть моя мобильность как человека немного сковывается плохим зрением. И я помню, как брала в руки телефон и написала Азалии в Инстаграм, что я хочу делать коррекцию, у меня такие-то есть проблемы, и можно ли записаться. И сразу же хочу рассказать, почему я выбрала именно этого офтальмолога. Азалия работает в офтальмологии «Эксклюзив Плюс» в Казани. Я оставлю ссылку в описании, потому что думаю, многим будет полезно, многие ради интереса посмотрят. Во-первых, ее порекомендовала мне одна из подписчиц, причем порекомендовала где-то 2 года назад, когда я только начинала вести свой блог. У меня было примерно 5000 подписчиков, и рекомендации поступали достаточно редко. Я перешла по ссылке, и все эти 2 года следила за Азалией. Вторая причина — это лучший офтальмолог в Татарстане. Я видела, что она постоянно повышает свою квалификацию, интересуется этой темой. И третье, что мне очень понравилось, она в одном из своих постов поделилась,
что она этим мечтала заниматься еще со школы. И я почувствовала, что это тот человек, который занимается тем делом, которое ему нравится, который хочет помогать людям. И, кстати, еще один приятный момент, который подтолкнул меня ехать именно туда. Администратор в этой офтальмологии оказалась моя подписчица, и она очень любит смотреть мой блог, и, знаете, это такое приятное совпадение, что лишний раз захотелось поехать именно туда. Ну и к тому же я решила, что это будет классное сочетание полезного плюс путешествия. Следующий этап подготовки — это нужно отказаться от линз за 7 дней или за месяц, в зависимости от вашего типа линз. У меня линзы простые однодневные, поэтому мне нужно было отказаться за неделю до коррекции. И последний этап подготовки — это перебороть свой страх или в какой-то степени принять его, потому что я поняла, что страх перед неизведанным — это нормально. Не каждый день мы делаем себе коррекцию зрения, и не каждый день мы делаем то, что совершенно не знаем. Даже если это что-то самое простое, но когда ты делаешь это первый раз, тебе страшно, и это нормально. Важно перенастроить себя на спокойствие, можно отвлекаться на книгу, знаете, отвлекаться на какие-то дела перед операцией, заниматься своей рутиной, заниматься привычными делами. Ваше спокойствие помогает не только вам, но и врачу выполнить свою работу максимально эффективно и максимально хорошо. Здоровье — это важнейшая часть нашей жизни. Я очень часто затрагиваю эту тему на своем канале. Причем здоровье как физическое, например, зрение, так и эмоциональное, психологическое. И зачастую выполнить качественные изменения самостоятельно очень сложно. В таких ситуациях можно обратиться за помощью к специалисту, а именно к психологу, который имеет образование и опыт за плечами, и именно он может помочь вам поэтапно улучшить вашу жизнь. И здесь я хочу рассказать вам о сервисе психологического консультирования «Грань». «Грань» — это не просто сервис подбора психологов. Здесь собраны специалисты только с высшим образованием, опытом работы и дополнительным обучением по конкретным темам. То есть для того, чтобы получить доступ к платформе, они проходят строгий отбор. И лишь 1 из 5 специалистов доходит до работы с клиентами. Сервис прост в использовании, а консультации проходят прямо онлайн на собственной платформе. И не нужно качать никакие дополнительные приложения. Психолога можно подобрать индивидуально благодаря анкете на сайте, где вы сами выбираете темы и запросы, над которыми хотите поработать. Темы могут быть любые, будь то личностная эффективность, выгорание, отношения с близкими или другие жизненные трудности. Поэтому, если вы давно откладывали этот шаг и задумывались о том, что пора двигаться к изменениям и пообщаться с психологом, то нет лучше времени, чем сейчас. А мой промокод Kalman даст вам скидку 40% на первый сеанс. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и делайте первый шаг навстречу новому себе. Давайте продолжим. Следующий блок — это цены. Цены я озвучу на все поэтапно. Во-первых, это диагностика. Она стоит 2-3 тысячи рублей и полностью определяется ваше зрение, ваши показания к коррекции, можно вам делать ее или нельзя и какое у вас зрение на данный момент. Далее это анализы. Нужно заранее сдать кровь и провериться на ВИЧ, гепатит Б и С, сифилис. Я их сдавала у себя в Нижнем Новгороде, и они стоили 3000 рублей. Цена за самый современный метод коррекции, коррекция Smile, которую я делала в Казани, стоила 130 тысяч рублей. То есть это ниже, чем в Москве и плюс-минус как в Нижнем Новгороде. Также я попала на акцию, и коррекция стоила 110 тысяч рублей. Это самые основные траты, но после коррекции нужно будет потратиться на капельки. Первые капли увлажняющие, их дают бесплатно, я их уже все использовала. И вторые капли, которые тоже давали бесплатно, это комбинил. Местный антибиотик, и, как я понимаю, он, скорее всего, от инфекции. Затем то, что покупала уже я на свои деньги, эти капли мне посоветовала как раз-таки мой офтальмолог, конкретно под мой случай. Они от сухости, для комфорта глаз, они создают, вот здесь написано, протектор роговицы глаза. Называются Баларпан N и стоили в районе 700 рублей. Они восстанавливают и очищают роговицу. И последние капельки, которые я использовала еще до коррекции зрения, это капли Стиловид. Мне их посоветовал другой офтальмолог, они для увлажнения глаз, для комфортного ношения линз. То есть я их капала внутрь линзы, надевала, и носить их было уже не настолько дискомфортно. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это обязательно узнавайте, как правильно капать капли. Эта информация есть как в интернете, так и, конечно же, можно уточнить у своего офтальмолога. И, кстати говоря, именно благодаря каплям у меня появилась некоторая полезная рутина, потому что когда я их капаю, я сразу же делаю гимнастику для глаз, совершенно легкую, несколько секунд, то есть смотрю влево, вправо, наверх, моргаю глазами, смотрю вдаль. И эта рутина, я надеюсь, перетечет в привычку, потому что гимнастика для глаз важна. Особенно она важна, когда вы много работаете за компьютером, когда ваши глаза напрягаются по тем или иным причинам, и плюс, конечно же, после
после проведения такой операции, как лазерная коррекция зрения. У меня был метод коррекции Smile, и сейчас я хочу озвучить, почему именно он. Во-первых, это самый современный метод коррекции. Во-вторых, здесь минимальные вмешательства. Здесь доступ всего 2 мм, и этот минимальный доступ, минимальные вмешательства заживают уже через 2 часа после операции. То есть на следующий день врач уже проверяет, как у вас все зажило, как ваши глаза себя чувствуют. Это и были основные причины, почему я выбрала этот метод коррекции. Полностью он называется, по-моему, Relax Smile. Есть еще, например, ласик, но там уже делается достаточно большой разрез, то есть по всему вот тут вот кругу, это примерно 2 сантиметра где-то. И, конечно, после него и восстановление дольше, и, насколько мне известно, после него нельзя делать дополнительную коррекцию, то есть повторную коррекцию спустя там 30 лет, например. Как проходит сама операция? Мне понадобилось 3 дня в Казани. Первый день — это диагностика, второй день — это сама операция, и третий день — проверка зрения. Если с диагностикой все понятно, она проходит где-то час, может быть 2, и проверяется полностью зрение, и толщина роговицы, и давление, и другие показатели. Как же проходит сама операция? Я заметила, что чаще всего операции проводятся в первой половине дня, для того, чтобы днем пациент успел восстановиться и к вечеру по возможности уже выйти на улицу, смотреть вдаль и плюс-минус оценивать свое зрение. Конечно, оценивать полноценный результат еще рано, но все-таки ощутить вот эти вот впечатления, первые эмоции и поделиться ими на следующий день с офтальмологом. На операцию нужно ехать в удобной одежде, которая вас не сковывает, возможно, какие-то спортивные штаны, и чтобы в этой одежде вам было удобно лежать, потому что операция проходит именно лежа. Также ехать нужно без макияжа и, как я заметила, лучше без каких-либо украшений, потому что если вы наденете цепочку на шею, будете лежать, то, возможно, она создаст вам дискомфорт. Перед операцией вам надевают шапочку, поэтому также позаботьтесь, чтобы ваши волосы тоже лежали удобно, и когда ваша голова ляжет на кушетку, вам тоже было удобно. Поверх одежды, я, например, была в футболке, давали такую накидку, можно сказать, халат, и он из такого же материала, как шапочка, как маски медицинские. Перед тем, как вы зайдете в операционную, вам закапывают глаза, это будет обезболивающее, то есть это совершенно комфортно, просто как капли закапать в глаза. И когда я должна была заходить в операционную, оттуда вышел парень, возраста примерно как я, и я смотрю, что он такой расслабленный, ну вот у него только что была коррекция, у него только что была эта операция, и по его виду даже не скажешь, что было что-то страшное, то есть он выглядел совершенно обычно, он выглядел счастливым, там у него была улыбка на лице, но максимум у него взгляд был такой слегка затуманенный, и он меня очень успокоил, потому что я спросила, ну как, не страшно? И он сказал, нет, совершенно нет, и вот его вот этот настрой, его настроение также позволило мне успокоиться, поэтому теперь я успокаиваю вас. Я захожу в операционную, ложусь, и в руки мне дают шарики, чтобы все те переживания, которые остались, я могла бы сжать в руках, и самое главное, руки держать внизу, то есть не поднимать их, как-то не мешать врачу, держать снизу и спокойно лежать. И самое главное, как только вы ложитесь, потратьте минуту или 2 для того, чтобы улечься максимально комфортно, все поправить, возможно, там штаны чуть-чуть расстегнуть, чтобы они вас не сковывали, голову как-то поправить. Вы удобно легли и говорите «я готова». Затем вам по очереди накрывают лицо, материал как медицинская маска, и только один глаз видно. Больше всего я, конечно же, боялась векорасширителя. Я думаю, что некоторые из вас тоже его боятся, особенно после того, как посмотрели видео, как проходит коррекция зрения, вот знаете, где показывают вблизи, и все выглядит так страшно, что когда я посмотрела это видео, я где-то на месяц отложила мысли о коррекции зрения. Но на самом деле, я вот вам от чистого сердца говорю, что этот векорасширитель совершенно не страшный. Могу вам привести пример, как он ощущается в реальности. Возьмите 2 пальца, поставьте их вот сюда, натяните немного кожу и попробуйте моргать. Чувствуете? Вы как будто моргаете. И с векорасширителем точно такие ощущения, как будто кожа немножко натянута, глаз раскрыт, и вы моргаете. Я думала, что с векорасширителем я не смогу моргать, но в реальности я моргала. То есть мне казалось, что я моргаю, я даже спрашиваю, я вам не мешаю, потому что я моргаю. Но оказывалось, что мой глаз думал, что он моргает, а в реальности он только вот пытался моргать, и на самом деле глаз не закрывался. Поэтому максимально комфортное ощущение. Я лежала, моргала и чувствовала себя спокойно, поэтому векорасширитель — это совершенно не страшная вещь, тем более вам закапывают обезболивающее, и вы ничего не чувствуете. Может быть, как-то минимально чувствуете, что что-то там дотрагивается, но это совершенно не больно, это совершенно не страшно. Далее по глазу водят кисточкой, я так понимаю, убирают там лишние слезы, наверное. Это также не ощущается, вы просто видите, что перед глазом что-то двигается, и если по ощущениям, вот по каким-то минимальным, возьмите палец, потрогайте себя по руке прямо легонько-легонько, еле дотрагиваясь. Вы чувствуете это ощущение? И оно где-то в 10 раз меньше. То есть прям
какой-то минимум ощущений, и то они такие скорее приятные, как такая легкая щекотка. После этого вас опускают немного ниже уже к аппарату. Аппарат опускается, устанавливается присоска, которую вы тоже не чувствуете, и эта присоска позволяет, чтобы ваш глаз не двигался, чтобы вы не могли были отвести глаз от лазера. Затем я видела зеленую точку, возможно, у кого-то она другого цвета, я точно не знаю, но у меня это была зеленая точка, на которую я лежала, смотрела там буквально 15 секунд. После этого меня поднимают и говорят: все, правый глаз завершен. И я такая: что уже? После этого приступили ко второму глазу, все было то же самое, и это было максимально быстро, потому что когда закончили оба глаза, мне говорят: поднимайтесь, и я просто не осознавала. Я говорю: что? Так быстро? Я даже там подумать ни о чем не успела, просто успела послушать ваши там наставления, да, что открой глаза, не переживай, вот сейчас я кисточкой мажу, сейчас мы опускаем, смотри на зеленую точку. Вот буквально только успела послушать офтальмолога, и все, операция уже закончилась. Сразу после операции я встаю с кушетки, сразу же вижу, куда идти, то есть я вижу дверь, сама передвигаюсь спокойно, у меня нет никакой боли. Единственное, все пока что в тумане, то есть нет какой-то четкости. Ну вот знаете, как очки иногда запотевают, когда ты с холода заходишь в тепло. Вот примерно так же я видел. То есть немножечко так в тумане, немножечко все запотело. В коридоре меня встретил Лёша, и мы поехали домой. Через полчаса местная анестезия начала проходить, и я начала чувствовать некоторый дискомфорт. Многие сравнивают этот дискомфорт как песок в глазах, то есть присутствует такая некоторая сухость. Я придумала два сравнения, которые могут описать эти ощущения. Во-первых, это как когда вы режете лук, глаза слезятся и хочется их закрывать. Вот примерно такие же ощущения. И второе сравнение — это как некомфортное белье, неудобное белье. Вот примерно такие же ощущения в глазах, будто вы не в комфортном белье. Глаза слезятся, их хочется закрывать, то есть это скорее дискомфорт. Здесь нет сильной боли, это вот просто вот реакция нашего организма, и это нормально. И, конечно, глаза сильно реагируют на свет. Дома лучше всего обязательно полежать в темноте, в идеале поспать. Мне, кстати говоря, удалось уснуть, хотя я до этого всю ночь хорошо выспалась. Из противопоказаний в первый день я могу выделить это, конечно же, стараться не трогать глаза, не тереть их ни в коем случае. Также нужно будет отказаться от душа в первый день, потому что вот это вот лишнее соприкосновение с жидкостями, с водой и с другими вещами глазам сейчас не нужно. Это нужно минимизировать. Нужно только капать капли, которые вам посоветовали, и все. И еще по своим наблюдениям я могу посоветовать вам лежать и спать на чистой наволочке. В целом сауну и бассейн я решила не посещать месяц, но, по-моему, как таковых сильных ограничений нет, потому что уже все давно зажило. Ну и нужно будет носить темные очки примерно месяц, постоянно, когда вы находитесь на солнце, а дальше по желанию. Мне кажется, темные очки теперь будут моим таким постоянным аксессуаром. И обязательно очки должны быть качественные, то есть купленные не в каком-то там магазине одежды или еще где-то, а купленные в оптике. Следующий блок — это период восстановления. Он у меня с 9 июня, когда у меня была коррекция, по 22 июня, это сегодняшний день, то есть это 2 недели. Если говорить прямо по дням, то первый и второй день я уже видела хорошо, то есть примерно как в очках и линзах. Не идеально, но я уже была рада видеть этот мир, я читала таблички вдалеке, я старалась разглядывать вдалеке, что происходит, рассматривала листочки на деревьях. Некоторые в первый же день видят уже идеально, но конкретно в моем случае из-за сухости пока что я видела не идеально, и у меня было некоторое такое восстановление. Плюс в первые 2 дня у меня сохранялась сильная светочувствительность, я ходила только в темных очках. Вечером первого дня я уже вышла на прогулку, у нас было пасмурно, дождик, все как я хотела, поэтому я аккуратненько прогулялась и посмотрела вдаль. Когда я принимала впервые душ, это было так необычно, я смотрю вниз и вижу пальцы на своих ногах. Это было вот впервые с 8 класса. Кстати говоря, по поводу восстановления, вот действительно у всех по-разному. Некоторые видят прям супер идеально в первый день. Например, Азалия недавно делала родному брату операцию, и через 4 часа он уже ехал за рулем и чувствовала себя спокойно и комфортно. На 3-4 день мы приехали домой, я вернулась в привычную обстановку, и здесь уже у меня был больше шок, потому что привычные вещи я стала видеть. И самое главное, это я стала видеть в период, когда я уже снимала очки, снимала линзы, то есть это перед сном и утром. Я просыпаюсь и сразу же вижу, что вокруг меня. Я читаю там вдалеке, вы знаете, в ящике у меня лежит коробка, и там подпись: «Ксюша,
летняя одежда или там Ксюша зимняя одежда. И я это видела издалека. На 5-й день я стала видеть четче. То есть я это заметно так ощутила, что вот сегодня я реально вижу четче. И в этот момент у меня возникли мысли, почему я не сделала этого раньше. Затем несколько дней у меня вот так плюс-минус зрение стабилизировалось, то есть иногда я видела чуть четче, иногда менее четко. Я продолжала капать капли, смотреть вдаль и наслаждаться своим зрением. На 10-й день я проснулась и видела супер четко. Вот до этого настолько четко я не видела. То есть я выглядываю из окна, мы живем на очень высоком этаже, я смотрю вдаль и вижу, как там машина выезжает. Вот даже сейчас я смотрю, я вижу вдалеке окна на домах, вижу какие-то детали, вижу строительный кран. Это так необычно, и, возможно, я могла так видеть в линзах. Но в линзах все равно другие ощущения, в линзах это все-таки немного как в очках. То есть есть такой некоторый слой, который отделяет тебя от внешнего мира и от такой яркой и четкой картинки. А еще дома свое зрение я стараюсь отслеживать по стеллажу для книг. То есть у меня вон там книжная полка, я встаю каждый день на одинаковом расстоянии и смотрю, как я могу вот прочитать названия на книгах. Иногда я встаю чуть ближе, иногда чуть дальше, и таким образом я отслеживаю свое зрение, смотрю на его восстановление. Следующий блок — это выводы. Во-первых, нужно принять решение о коррекции зрения, основываясь на своих чувствах. То есть внутри вы должны почувствовать некоторую уверенность в этом решении, потребность, и вот то, что это действительно ваше решение, которое идет изнутри, ваше желание. Конечно, эта уверенность может идти параллельно со страхом, потому что страх неизведанного — это нормально, но внутренняя уверенность в том, что вы хотите это сделать, должна быть. Во-вторых, это попасть в хорошие руки. Лучше всего, например, по знакомству, кто-то у вас недавно делал коррекцию и реально может посоветовать хорошего врача, что он очень заботливый, трепетный, внимательный, добросовестно выполняет свою работу. Третий вывод: если ваше зрение ухудшилось по тем же причинам, что и у меня, то после коррекции зрения нужно с особым вниманием относиться к своему зрению. То есть смотреть телевизор дальше, держать телефон тоже дальше. Знаете, как вот бабушки смотрят на телефон издалека, примерно на таком же расстоянии нужно. Если вы работаете за компьютером, то чаще делайте перерывы, ставьте себе прямо будильник в телефоне каждые 30 минут. Пишите, например, за компьютером, отвели в глаз, посмотрели вдаль, посмотрели в окно, немножечко поморгали, сделали легкую гимнастику. И такая рутина лучше всего, чтобы она была на постоянной основе. Также я очень советую увлажняющие капли, потому что они важны не только до коррекции, после коррекции, а в ежедневной жизни у нас все-таки, к сожалению, много факторов, которые напрягают наши глаза. И чтобы их успокоить, увлажнить, лишний раз поухаживать, то используйте капли. И еще благодаря коррекции зрения у меня появилась некоторая полезная привычка. Когда я просыпаюсь, я не беру сразу же в руки телефон и не проверяю там какие-то сообщения, какие-то новости. Я сначала иду спокойно в душ, потом готовлю себе завтрак. Вот вижу этот мир своими глазами, вижу естественные вещи, то есть спокойно начинается мой день, и уже далее я могу, например, залезть в телефон. А еще я стала реже переписываться, чаще записывать голосовые и чаще встречаться с друзьями вживую. По поводу голосовых сообщений, конечно, не всегда удобно общаться в таком формате, но практически у каждого телефона есть функция микрофона. Вы ее включаете, голосом озвучиваете свои мысли, и он их печатает. Потом вы быстренько проверяете ошибки и отправляете. Это гораздо быстрее и легче для глаз, нежели печатать длинные или не очень длинные сообщения. Последний приятный момент — это совет, который дали мне вы в Telegram. Здесь воспользуюсь случаем и, конечно же, приглашаю вас в свой Telegram. Там мы часто обсуждаем бьюти, уход за волосами. Недавно я задавала вам вопрос по поводу ухода за ногтями в домашних условиях, потому что эта тема для меня крайне актуальна, и вы дали мне сразу же несколько рекомендаций, и я уже заказала средства, жду не дождусь их. Плюс я там показываю свою жизнь, какие-то насущные вопросы и так далее. Поэтому не стесняйтесь, заходите, и будем там с вами на связи, продолжать делиться полезностями. Так вот, одна девушка посоветовала мне очки, они такие темные, в сеточку, то есть небольшие такие дырочки. Они полезны не только после операции, но и просто в качестве гимнастики для глаз. Я оставлю ее комментарий вот здесь, чтобы случайно не перепутать суть, но суть такая, что они полезны для глаз. Вначале они не очень комфортны, но далее, когда вы привыкаете, они делают такую классную гимнастику для ваших глаз. Последний блок — это ответы на ваши вопросы, какие-то ваши страхи, мифы, все, что вы задавали мне в Instagram и Telegram. Корректные ответы мне помогла составить мой офтальмолог Азалия. Первый вопрос, один из самых популярных среди девушек, это: не ухудшится ли зрение вновь после беременности и рождения ребенка? Можно ли делать коррекцию до беременности? Если отвечать коротко, то это миф относительно
относительно новой технологии Smile. Более подробный ответ Азалии такой. Беременность – это стрессовый период организма каждой женщины. Тело испытывает огромные нагрузки, в том числе и на зрительный аппарат. Меняется гормональный фон, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это влияет на кровообращение глазных яблок. Ухудшение зрения связано с временными трудностями и обычно проходит после родов. Организм восстанавливается, и проблемы в прямом смысле рассасываются сами собой. Второй вопрос. Правда ли, что после коррекции будут сохнуть глаза и нужно капать капли всегда? Ответ такой. После лазерной коррекции зрения сухость глаз обычно бывает в 90% случаев, особенно у людей, кто долго носил контактные линзы. Это я. После лоскутных методик LASIK и FemtoLASIK, это как раз-таки устаревшие методики, сухость может оставаться надолго, иногда и навсегда, так как перерезаются все нервные окончания роговицы. При методике SMILE, это то, что было у меня, нет разрезов, и эта технология создана для людей с изначальной сухостью глаз, так как послеоперационная сухость минимальна. Правда ли, что должна быть стабильное зрение до операции, например, 1 год? Ответ Азалии такой. Да, большинство офтальмологов рекомендуют делать операцию только при стабильном зрении год. В нашей практике мы оперируем пациентов с прогрессирующей близорукостью методом SMILE и получаем стабильные результаты. Некоторые люди не могут носить полную коррекцию и носят очки слабее, и зрение ухудшается. Это, например, я не могла носить полную коррекцию, мне в ней было дискомфортно, то есть я всегда носила чуть слабее, а только убрав весь минус, дальше он расти не будет. Можно ли делать операцию на любое плохое зрение? Любой плюс и минус – астигматизм. Методикой SMILE мы можем скорректировать минус, близорукость, до минус 10 и астигматизм до минус 5 диоптрий. Плюс при этой методике не корректируется. Следующий вопрос, такой объемный, это на какое время хватает эффект? Какова вероятность, что зрение снова ухудшится? Можно ли делать повторно? Ответ такой. При технологии SMILE нет разреза на роговице. Она остается целостной. Сохраняется прочность роговицы. В результате зрение остается хорошим на долгие годы. Примерно после 50 лет появляется возрастной плюс для чтения. Но я думаю, вы замечали, все взрослые вот так вот издалека только читают, потому что вблизи плохо видят. А ухудшение зрения после SMILE встречается менее чем в 1% случаев. Докоррекция возможна при достаточной остаточной толщины роговицы. Кстати, по поводу роговицы чуть позже тоже будет вопрос. Возможно восстановить зрение не на все 100%. Есть ли риск потерять зрение во время операции или ухудшить его? На самом деле не все люди видят 100%. Кто-то с рождения видит 80%, кто-то еще меньше, а кто-то видит 150%. О том, какое зрение будет после операции, врач говорит на консультации, после тщательной диагностики. А риск потери зрения во время операции сведен к нулю. И как раз-таки вопрос по поводу роговицы. Насколько уменьшается толщина роговицы при операции? Какая у тебя была до? Как правило, 15 микрон уходит на 1 диоптрию, то есть у меня округленно было минус 4. Больше или меньше зависит от оптической зоны действия лазера. Если честно, я не очень сильно задумывалась о толщине роговицы, но на самом деле это такой важный вопрос, и я специально уточнила, какая у меня была толщина до и после. До операции у меня была 520 микрон, после операции 440. Минимально должно остаться после SMILE 350 микрон. Чем толще, тем лучше. Больше чем 400 микрон – это отличный результат. Последний вопрос. Если сдвинуть глаз, то что случится? Я думаю, из моего рассказа, как проходит зрение, вы уже поняли ответ, но я прочту ответ Азалии. Во время операции глаз двигаться не может, так как его держит вакуумная линза-присоска. Проблема может возникнуть, если сильно двигать головой. Тогда линза отлипнет от глаза, и операция на этом завершится. Лазер прекратит работу. Если это произойдет на первых 8 секундах работы лазера, аппарат переводит технологию SMILE на FemtoLASIK. Если это произойдет на 10-20 секунде, можно продолжить SMILE. Я надеюсь, мне удалось развенчать ваши мифы, ваши страхи и переживания. Я очень старалась сделать это видео максимально полезным, максимально информативным, и надеюсь, что кому-то моя история поможет. Если вам понравилось это видео, то поддержите его пальцем вверх. Кстати, для тех, кто досмотрел до конца, у меня вопрос. Какие видео вы хотите видеть чаще на моем канале? Потому что для меня один из самых главных аспектов — это обратная связь. Мне очень важно получать ваши слова, ваши реакции, что вы думаете. И несмотря на то, что, например, в моменте мне хочется снимать что-то одно, потом я читаю ваши пожелания и понимаю, что вау, вот это мне тоже интересно, вот это бы я тоже хотела рассказать, показать. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, пожелания, то обязательно их пишите. Ой, а кто это пришел к нам? Кто это пришел? Смотрите, вы давно Ноксика не видели, да? Она Соня Пришла к вам. Ой, уже ушла. Видимо, попрощаться. Но я с вами тоже прощаюсь. До встречи в следующем видео. Пока!